Если вы любите выпечку с грецкими орехами, то это подборка для вас. Делюсь 4 рецептами. Это пирог с курагой и грецкими орехами, штрудель с грецкими орехами, булочки, а также творожная плетенка. Напишите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше всего. На моем канале также есть другие варианты такой выпечки, такие как пахлава, котлетский пирог, каты с орехами и другие. Их вы можете найти в плейлисте, который так и называется «Выпечка с орехами». А теперь сами рецепты. Первый рецепт – это пирог с курагой и грецкими орехами. В чашке перемешиваем яйцо с сахаром и сметаной. Добавляем щепотку соли и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем. Затем добавляем ванильный сахар, муку и разрыхлитель. Начинаем собирать тесто. Затем перекладываем в пакет и убираем в холодильник на полчаса. Затем достаем тесто с холодильника и раскатываем. Делаем надрезы, как показано на видео. Затем кладем начинку из измельченной кураги с сахаром. Делаем так называемые кармашки. Смазываем их яйцом. И в каждый кармашек кладем половинку грецкого ореха. А центр посыпаем измельченными грецкими орехами. Выпекаем полчаса. Наш пирог с курагой и грецкими орехами готов. Второй рецепт – это штрудель с грецкими орехами. Всыпаем муку, проводим через терку сливочное масло, а затем перетираем в крошку. Добавляем разрыхлитель и перемешиваем. Затем добавляем желтки, сметану и щепотку соли. Собираем тесто и убираем в холодильник на полчаса. Измельчаем грецкие орехи. Взбиваем белки щепоткой соли и сахара. Делим тесто на 4 части. Каждую часть раскатываем. Смазываем взбитым белком. И посыпаем грецкими орехами. Затем сворачиваем в рулет. Смазываем желтком и выпекаем полчаса. Затем посыпаем сахарной пудрой. Наш штрудель с орехами готов. Третий рецепт – это булочки с орехами. Вливаем молоко, добавляем сахар, дрожжи и перемешиваем. Всыпаем муку и соль. Добавляем мягкое сливочное масло и замешиваем тесто. Оставляем подниматься в теплом месте на 1,5–2 часа. Делим на 10 частей. Раскатываем шарик теста, смазываем мягким сливочным маслом.
Посыпаем сахаром и орехами. Ставим вторым кругом. Дальше проделаем то же самое. У нас получится стопка из 5 кругов теста. Каждый круг смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром и орехами. Последний, пятый круг, оставляем без начинки. Все слои теста делим на 8 треугольников. Из каждого треугольника формуем булочку, как показано на видео. С остальными 5 шариками теста проделаем то же самое. Оставляем булочки для подъема на 15 минут. Затем смазываем яйцом и выпекаем 20 минут. Наши булочки готовы. И четвертый рецепт – это творожная плетенка с орехами. В чашку всыпаем творог. Добавляем сахар, яйца, растопленное сливочное масло и перемешиваем. Всыпаем муку и разрыхлитель. Начинаем собирать мягкое тесто. Перекладываем в пакет и убираем в холодильник на полчаса. В блендере измельчаем орехи с сахаром и растопленным сливочным маслом. Делим тесто на 2 части. Каждую часть раскатываем. Распределяем ореховую начинку и сворачиваем в рулет. Слегка приплющиваем и разрезаем вдоль на 2 части. Затем переплетаем в виде жгутика. Смазываем яйцом и выпекаем 40-45 минут. Затем посыпаем сахарной пудрой. Творожная плетенка готова.